сказать, это личное решение Сергея Александровича Фурсенко подать в отставку. Значит, в принципе, я могу только что сказать, что в целом, я уже говорил, что если руководитель федерации, который возглавляет какую-то федерацию, итоги сезона или итоги какого-то цикла, который проходит, они ниже тех задач, которые поставлены самой федерации, государством, обществом, то, конечно, он сделать должен выводы. Просто назвать причины, почему это не достигнуто, разобраться в них. И если такие руководители федерации сегодня, значит, способны их исправить, мы всячески поддержим, чтобы они работали, и будем их поддерживать и впредь. Значит, если он так посчитал, что сегодня он, в общем-то, не способен всю эту ситуацию менять, то такое решение принял. Его нужно просто уважать и поддерживать. Убеждать и уговаривать, конечно, мы здесь не будем. Вот. Но хочу одну вещь сказать, что, конечно же, это не связано с национальным, в моем понимании, с национальным выступлением национальной команды. Потому что, ну, в принципе, все может быть в футболе, в спорте. Там, и ясно, что сегодня причины выступления команды совсем не только не функциональная неготовность команды, а она налицо была и функциональная, и, скажем, физическая. Если хотите, я бы даже сказал, и некая такая, ну, может быть, и методическая, и тактическая подготовка. Мы не видели, за счет чего мы могли там обыграть Грецию. А вот немцы показали, за счет чего они хотели, поменяв там 3 игрока основного состава. Потому что к таким турнирам просто надо готовиться. Вот и все. И то, что делали предыдущие, что делают другие тренеры, то, что делали предыдущие спортсмены. Но есть еще, мне кажется, не только в этом причина. Есть еще и более, мне кажется, серьезные причины, связанные вообще с развитием футбола. Куда он идет, какие у нас приоритеты, ценности. Мы все немножко здесь запутались в футболе, что мы будем развивать, что мы будем строить, что мы будем делать. Нет какой-то ясности, понимаете? Нет единства в футбольной среде. То есть из-за 2 клубов можем перейти на осень-весна. Вот я, допустим, говорил, что осень-весна это совершенно не для России. Я не представляю, как в Новосибирске можно в декабре играть. Я бы хотел кого-то посадить и посмотреть. Мужчин тогда лучше не посылать точно. Вот. Но на самом деле, значит, есть решения, которые должны быть логичны и понятны. Тем более перед чемпионатом Европы переходить на такой цикл, когда вы практически 1,5 сезона сыграли. Мы помним, Реал и Барселона не вышли в финал Лиги Чемпионов по маленькой ошибке организаторов футбола в Испании, на мой взгляд. Они дали классика играть накануне этого матча Реал-Барселона, где все там себя просто измотали и физически, и морально, и прочее. А потом вышли на полуфинальные игры, и обе команды великие проиграли. Поэтому здесь есть, конечно, вопросы, помимо конкретного этого матча, состояния. Я не думаю, что это только главная причина, потому что сегодня и голландцы не вышли, и там шведы не вышли, и поляки не вышли, хозяева. И вместе с тем, значит, здесь есть, в общем-то, много и других причин. Просто, мне кажется, надо футбол просто поставить на нормальные рельсы, значит, и объяснить и обществу, и всему футбольному сообществу, что мы делаем, какие будут у нас планы, перспективы. Не так утром проснуться, осень-весна. На следующее утро там кодекс чести. И не буду продолжать из этой серии. Просто надо понять. Вот мы в 2005 году собрали конференцию Российского футбольного союза и приняли стратегию развития футбола российского. Там были этапы. Детская школа, материальная база, модернизация системы подготовки тренеров, сокращение лимита легионеров. Значит, и вся эта система должна работать. Поэтому государство в данном случае готово поддерживать футбол, Российский футбольный союз. Я еще раз скажу, что мы имеем уникально, мы единственная страна, которая имеет программу, государственную программу развития футбола страны. Мы ежегодно выделяем 1,5 миллиарда рублей на развитие футбола. Мы строим по 30 газонов для каждой детской спортивной школы. Мы строим сегодня манежи. В этом году мы ведем в Екатеринбурге манеж, крытый футбольный манеж. Мы ввели потрясающий манеж. В Новосибирске, кто не был, посмотрите. Мы строим сейчас в Саха-Якутии манеж. У нас будет манежи во всех крупных футбольных центрах.
И, естественно, конечно, эта программа. В Броницах мы завершаем строительство центров сборных команд страны, всех юношеских, женских, молодежных. Будет там 12 полей на 3 одновременно команды, мощнейший методический центр. Это, в общем-то, в принципе, некие такие программы, и государство готово. Плюс, если добавить сюда чемпионат мира по футболу, те инвестиции, которые мы планируем направить, а это, я вам скажу, стоимость с тех стадионов 7 где-то будет под 70 миллиардов рублей. Государственных денег, которые будет вложено. Неважно сейчас пропорции, сколько регион субъект, сколько будет федеральный бюджет, это уже вторично. В целом государство вложит сюда 70 миллиардов рублей. Мы построим современные стадионы. То есть на этой поляне Российскому футбольному союзу есть чем позаниматься. Это сегодня интереснейшая работа, которая должна быть в русле. Но здесь нужно работать, просто работать, вот и все. И объединять вокруг себя людей, общественность. Не работать в угоду какому-то одному-двум клубам. А в принципе помнить, что есть первый, второй дивизион, что есть 1500 детских школ, что есть болельщики. Вот этим всем заниматься. Это такая, знаете, работа очень тяжелая, это публичная все время. Все знают в футболе, все разбираются. Все знают, какой состав поставить. Знаете, как... Я помню, мы проигрывали Англии в перерыве там. Мне уже все сказали. Я говорю, подождите, еще второй тайм будет. Налил себе, говорю, можно? Был один большой руководитель, говорит, если поможет, можно. Я говорю, за второй тайм. Сейчас выйдем, 2 забьем. Потом 2 забили англичанам. Он, ты знал, говорит. Я говорю, ничего не знал. То есть это футбол. Это очень сложно. И думаю, что и Сергею Александровичу Фурсенко было нелегко. Очень нелегко, потому что со всех сторон все знают, все разбираются. Давление мощнейшее. Болельщики знают. Специалистов в море. Состав исполкома опубликуйте Российского футбольного союза. Вы поймете, там все правительство. Меня вызывает, что у нас там в футболе. Поэтому на самом деле, думаю, что решение, не хочу его оценивать, просто решение принято, его нужно уважать. А самое главное, что дальше делать, это уже вот вопрос, который мы будем в ближайшее время обсуждать. И смотри, у нас времени нет, у нас 2 числа уже игра, первый отборочный цикл. Команда действительно у нас неплохая, только не соглашусь, что мы ее хорошо подготовили. Вот это, на мой взгляд, не так. И сразу хочу снять вопрос. Там, вот, знаете, я на Спортбокс прочитал там такую, претендуют, дословно говорю, на пост президента РФС претендуют. Там Мутко, не буду дальше называть. Ни на что я не претендую. Спортбоксу отвечаю. Слова надо подбирать. Претендует там. Вот и Спортбокс пусть выдвинет своего какого-нибудь специалиста, пусть попретендует, что-нибудь сделает нормально. А то он там посадит этих так называемых экспертов. Сами там 2 раза, может быть, я не знаю, что выиграли-то сами. Это, знаете, вот когда мне говорят, почему футболисты ведут, спортсмены, я не буду сейчас футбол касаться, святое. А я в хоккее спустился после финала, поговорите с хоккеистами. Но ведь невозможно. Чуть не так сыграли, все невозможно. Эксперты в газетах. Ханты-Мансийский чемпионат мира проводили по биатлону, забегает наша спортсменка, там первая идет после первого огневого рубежа, там все в овациях. После второго промазала, послышали, она мне говорит, слушайте, у меня все уже. Так как начали с трибун, и зачем ты сюда приехала, и кто ты такая, ну что это за такой подход-то, я что-то не понимаю. Сами вознесем, и потом гоняемся в замочную скважину этому бедного там прессуем, не так сказал, не то... Мне уже звонят, там, я Широков, я говорю, привет, Рома, давай поговорим. Потом только понимаю, что это не Рома. Начинаю отползать, а уже поздно. На самом деле, в общем-то, очень непростая работа, поверьте мне. Я был, и вот так, как наш руководитель, президент, он у нас спортсмен, он всю эту суть понимает любой работы. Как он оценил и всегда с уважением за любой труд, это, конечно, дорогого стоит. Но я тихо ушел, мне позвонили и все, без всяких этих самых. Хотя мы с вами с 37-го места поднимали футбол, и он был 6-й. И, знаете, есть детали, но их надо понимать. Что не так просто теперь будет играть с Португалией. А зачем вы себе проблемы эти создавать? Ну, а сказать можно, да, если хотите что-то выиграть, обыгрывать нужно. Знаете, ну, футбол такая вещь. Еще непонятно, кто кого бы обыграл. Вот так складывается матч. Мы видим, и все идет по-другому. Поэтому
В целом еще раз скажу, что не вижу какой-то драмы здесь. Нормально разберемся. Есть механизмы приведения к рулю в общественных организациях, такие как футбольный совет руководителей. Это сделаем, нормализуем ситуацию. Надеюсь, что появится руководитель, который будет этим жить, этим заниматься, это будет любить. И будет понятен и ясен его взгляд на развитие футбола как спортивной общественности, так и болельщикам. Вот это я хотел бы. А спортбоксу хочу сказать еще раз, что я ни на что там не претендую. И в качестве вычеркните меня из претендентов. Значит, я министр спорта, футбол один из видов спорта. У нас впереди очень много событий, задач, и которые мне предстоит решать. Вот с учетом вопроса, который мне задали по итогам Лондона, очень многие хотели бы это завязать именно так, я это понимаю. Я это прекрасно понимаю. Но кое-что зато мы уже до Лондона сделали. Это меня радует. И сделаем, еще успеем. Поэтому разберемся. Ну и потом формально, есть же сегодня распоряжение президента, что министры не могут совмещать посты, поэтому никто его не отменял, формально если говорить. Поэтому я этим руководствуюсь. А претендентов много. Хотел бы еще раз сказать, чтобы к рулю пришел человек, который понятен был бы, и, в общем-то, этим бы и занимался. С утра до ночи. Потому что такая вещь, футбол на мелочей не прощает. Футбол может приносить радость, могут миллионы людей от радости выводить на улицы, а может большое разочарование. И вот скажу сразу про футбол, тему там наших болельщиков. Я был сам на все 3 матча, летал, правда, туда-сюда, там, ночью. Но хочу вам сказать, вот я опять напишите и будут меня критиковать, я кого-то защищаю. Но я не сторонник того, что у нас происходит. Да, очень плохо, что некоторые наши болельщики едут, зажигают фаера. Это даже не обсуждается. Не надо здесь в красноречии соревноваться, что кто кого, кто больше кого там, знаете, там оценку даст более жесткую. Но с другой стороны, мы все одна страна. Это наши дети. Вот мы въехали все, это мы одна страна. Вот давайте заберем и здесь разбираться будем. А не надо себя, еще 2 дня только чемпионат, одна петарда, все болельщики поехали туда плохие. Нет. Я ходил по городу, там около 20 тысяч было болельщиков на матче с Грецией. Нормальные люди. От Кронштадта до Владивостока. Нормальные. И ведут себя достойно. Одетые, экипированные. Но то, что мы там видели в этот день, 12 числа, вы понимаете, это просто провоцированная акция. Люди выбегали из подворотен, там, в шарфах, там, только за то, что ты принадлежность к России, начинали там избивать. Люди многие прятались по подворотням с детьми. Укрывали поляки наших болельщиков некоторых. Это правда. И кто-то будет рассказывать, что сегодня наши, там, при чем-то здесь. Поэтому, конечно, мы будем делать все, чтобы эти 7 ребят, которые сегодня там находятся, вот 2 осуждены, 3 вчера был осужден, 4 ждут суда. Мы сейчас нашли ресурсы, адвокатов наняли. И вместе с Министерством иностранных дел будем все делать, чтобы этих ребят вернуть в Россию. А здесь уже смотреть и разбираться, почему и там фаера бросают, и зачем они это делают.